Друзья, всем привет, с вами Михаил. Сегодня 6 августа, очень жарко, я нахожусь в Перми, в местном авиамузее. За моей спиной вы видите экспонаты, насколько я уже понимаю, это самостоятельный музей, то есть не государственный, а фактически частный. Вход сюда, вы видели, в начале стоит 500 рублей. Сейчас будет экскурсия, она здесь проводится каждые 2 часа. Открывается музей в 10 часов. Расписание можете найти в интернете, в группе ВКонтакте. Вроде бы еще есть сайт авиамузея. Скоро начнется экскурсия. Аккуратно, там крутая лестница, лучше за нее держаться. В музей вы попадете в 7 экспонатов, внутри можно будет переключать тумблеры и двигать штурвал. Экскурсоводом будет Мария, она коротко расскажет интересные же факты о музее, историю музея, как он создавался. А на этом мы полетим, да? Да. Ну а взлететь, вы знаете, на экскурсии у вас получится. Пожалуйста, приходите. Хорошего вам дня. Еще раз Спасибо. здравствуйте. Спасибо. Меня зовут Мария. И начнем давайте с появления музея. Музей был основан Михаилом Павловым. В детстве он мечтал стать летчиком, но судьба его сложилась иначе. Он стал предпринимателем, начал заниматься вторсырьем. Здесь через стенку, можно сказать, у него была металлоприемка. Ну и все, что вы здесь увидите, это все ее последствия, так сказать. То есть он никогда не планировал открывать здесь музей. Он просто собирал эти самолеты для души, потому что ему было жалко отправлять их дальше на утилизацию, на металлоприемки. Вот. И таким образом себе в убыток он собирал либо целые самолеты, либо, чтобы покрыть часть убытков, оставляли только кабины или двигатели, или крыло, или еще какую-нибудь интересную часть самолета. Вот. Но не только самолеты у нас вы здесь увидите, у нас есть даже бомбы, есть немножко даже лодок, якоря, даже есть печь. Так что все, что не самолеты, это все последствия металлоприемки. В 2015 или в 2017 году, примерно в это время, его сын Сергей уже начал заниматься этим местом как музеем. И благодаря ему мы можем теперь приходить, знаем, что у нас есть режим работы, мы всегда открыты, и в определенное время приходим и сидим в самолетах. И давайте встанем напротив первого нашего самолета. Это легкий фронтовой истребитель МиГ-29. Вот так он выглядит полностью. На таких летает пилотажная группа «Стрижи», и как раз вот это их окрас, можно так сказать. Истребитель легкий, то есть он весит всего лишь 15 тонн. Для истребителей это довольно небольшая цифра. Фронтовой означает, что он может использовать неподготовленные аэродромы, неподготовленные взлетно-посадочные полосы, и его двигатели в режиме форсажа позволяют самолету взлететь всего лишь с 650 метров взлетно-посадочной полосы, то есть почти полкилометра. Для сравнения, например, гражданские самолеты взлетают примерно с километра, полутора километра. Тяжелые истребители тоже километр-полтора километра. Тяжелые транспортные грузовые самолеты уже все 3 километра нужна взлетно-посадочная полоса. И вот здесь всего лишь полкилометра, чуть-чуть больше. Вот так истребитель выглядит сверху. У него есть 2 типа воздухозаборников. Верхние и нижние. То есть вот эти штуки, которые вот там у нас красненькими закрыты, это воздухозаборники. Так как он может взлетать с грунтовых полос, то чтобы весь мусор не попадал в нижние воздухозаборники, на взлете и на посадке он открывает верхние. Как только отрываемся от земли, сразу же верхние закрываем, открываем нижние.
Вот таким образом работает у него это. И в свое время, когда создавали этот самолет, это была сверхсекретная разработка. И чтобы выпускать самолет из аэродрома на летные испытания, рассчитывали время так, чтобы спутники НАТО не пролетали над аэродромом в этот момент, чтобы они не могли сделать фото и понять, что у нас какие-то новые разработки. Кроме того, для пущей защиты ему еще надевали фальшивые носокрылья, чтобы он был похож на другой истребитель, вот на этот МиГ-25, который смотрит на нас прямо сейчас. Пойдемте дальше. Здесь у нас фугасная авиационная бомба ФАБ-3000. Как вы думаете, 3000 это что? Почему 3000, а не 10? Или не один? Стоит 3000? Нет. Килотонн. Это ее масса в килограммах. То есть 1500 это масса взрывчатого вещества внутри бомбы, и оставшиеся 1500 это чугун, из которого состоит бомба, либо другой материал, из которого она может состоять. Они бывают ФАБ-250, ФАБ-500, 1000, 3000, 5000 и 9000. Вот у нас 3000. И всегда циферка это масса в килограммах. Как правило, половина на половину. То есть половина это материал, из которого состоит, остальное это взрывчатое вещество. Вот 3000, ФАБ-3000 оставляет примерно такую воронку после себя. Можно посмотреть, поближе подходите, не стесняйтесь. В глубину это примерно 10 метров, радиус боевого действия это 40-50 метров, и радиус осколочного действия это уже 200-250 метров. Такие у нас черная бомба, это значит, что она учебная и в ней никогда не было взрывчатого вещества, то есть это бомба, ну, скажем так, пустышка. В ней никогда не было взрывчатого вещества, и курсанты военных училищ учились подвешивать эту бомбу на такие бомбардировщики типа вот этого Ту-16. Наш Ту-16 в музее всего лишь представлен вот одной кабиной, то есть вот столько. И вот столько нам не хватает для полного Ту-16. То есть можно оценить размеры его. И как вы думаете, скажите, почему у него стеклянная кабина, а у нынешних военных самолетов и бомбардировщиков нет стеклянной кабины? Сейчас приборы все видят, а раньше ничего не было и смотрели, где Абсолютно противники. верно. Сейчас в носовом обтекателе у самолетов военных, да и не только у военных, находятся все системы. Либо это радиолокационные системы, либо навигационные, системы предупреждения столкновений. В общем, все, что можно запихать, запихивают туда. И они работают хорошо. Раньше же системы навигации тоже были, но они работали со сбоями. И если один из таких сбоев случался во время полета, то здесь сидел штурман-наводчик или штурман-навигатор, и он корректировал полет буквально по карте и по земле. У него была карта, земля, здесь он ее видел, и таким образом происходила корректировка полетов, либо бомбометание. Таких бомбардировщиков было примерно 50 разновидностей, то есть на основе Ту-16 было около 50 разновидностей различных. Например, Ту-16 «Циклон» был, он разгонял облака над городами. Туда, вот у нас есть здесь пушка, вот эта штучка круглая, это пушка. В пушку заправляли цементом и подлетали к облакам, пуляли в облака цементом, облака тяжелели и, соответственно, выпадали осадки. Таким Вот образом. дождь у нас откуда и шел, да? А? Дождь наш не шел. Да? Например, во время Олимпиады в Москве вот такие два бомбардировщика летали и разгоняли облака до того, как они попадут в Москву. Потому что, конечно, если они над Москвой цемент распылят, это все... Белокаменную из этого и зовут? Да. Здесь тоже у нас одна из разновидностей Ту-16, это Ту-16 РМ, то есть разведчик морской. У Ту-16 было очень много разновидностей разведчиков, и вот в том числе морской был. Он летал над морями и мог обнаружить корабли противника, вот примерно такие авианосцы, на расстоянии до 400 километров в море. То есть для сравнения, это сейчас у нас расстояние между Пермью и Екатеринбургом. 400 километров он работал. И из-за такой смешной формы носа его еще называли летчики утконос. Дальше давайте подойдем к двум самолетам нашим ОКБ Сухого. А каких годов-то это вот все? Ту-16 это разработки послевоенные, в 1946 году начались. Старенькие, да? Да.
Эти уже, вот эти уже чуть помоложе, ну где-то в 80-е, какие-то в 60-х начали, какие-то в 80-х, примерно так. Здесь у нас 2 самолета ОКБ Сухого. И как вы думаете, что это за пики у них? Питается. Чего? Питается он. Нет, Топливом. нет, Нет? нет, Тормоз, что ли, остановиться где-то? Куда упереться? нет. Нет, не стрелять. Слишком маленький калибр будет для стрельбы. Они стреляют, у них все вооружение на крыле. А что, птицы какие-то? Нет. На самом деле это Летают просто... с этим или просто надевают? Летают, обязательно, да. Это датчики. Вот здесь есть отверстия маленькие. Подходите, смотрите. И здесь есть одно тоже отверстие, чуть побольше. Вот эти маленькие отверстия, это приемник воздушного давления. То есть он помогает пилотам определять, на какой высоте мы находимся. Чем мы выше, тем ниже давление, соответственно, соизмеряется разница с давлением в кабине и вне кабины, и понимают, на какой примерно высоте. Здесь приемник воздушного потока, то есть мы определяем так скорость. Чем сильнее воздух забивается, тем он сильнее давит на соответствующую мембрану, которая там находится, и это все опять идет в кабину пилотов на панель управления, вся информация. Был случай, когда самолет мыли, заклеили все датчики, включая дублирующие, которые по бокам у нас, и после помывки забыли их снять. И это привело к летальному исходу всех летчиков, которые находились в кабине, и в том числе, конечно, машин, то есть к авиакатастрофе. Без этих датчиков летать нельзя. Вживую Вот. это у вас на картинке? Да. Да, это самолет пилотажной группы «Русские Витязи» уже. И «Русские Витязи» — единственная группа в мире, была до 2012 года, которые летали на тяжелых истребителях. Я говорила вам про стрижей, которые летали на МиГ-29, с которого мы начинали с вами. МиГ-29 весит 15 тонн. Этот весит 30-33 тонны, в зависимости от вооружения и загруженности топливных баков. Вот. Но наш самолет, который у нас в музее, это самолет-пустышка. Я вам говорила, да, что в носовых обтекателях находятся разные системы, которые помогают летчикам, радиолокационные, навигационные и так далее. В этом самолете никогда не было радиолокационных систем в этом носовом обтекателе. Потому что это самолет прототипный, и его использовали для тестировки двигателей. Вот. И очень примечательно, что этот самолет очень долго не мог попасть на вооружение к военным структурам России. То есть военные очень долго его тестировали. 13 лет прошло с момента первого полета и до того момента, как его взяли военные все-таки на вооружение. Для сравнения, вот Су-24 взяли уже через 8 лет. То есть никто не говорит, что через год самолет должен быть на вооружении, его должны принять. Там должны проходить определенное тестирование, но тем не менее 8 и 13 лет. Гражданские 4-6 лет тестируют, например. Они сейчас стоят на вооружении? Эти, да, стоят, они на вооружении 27-й. у России, Украины, у Казахстана, еще у некоторых стран СНГ. То есть В данный там момент список стоят на большой. вооружении. Да. Эти не снимали. А вот Ту-16 сняли уже еще в 90-м году. Вот. А эти еще нет, эти вполне себе летают. И вот, например, Су-24 тоже очень хорошо летает, но это самая аварийная машина. То есть там настолько он сложный в использовании, в эксплуатации, что за них пускают летчиков, которые уже супер опытные. То есть это, наверное, самые лучшие летчики должны быть из всех, потому что действительно эксплуатировать эту машину очень тяжело. И в связи с этим она как раз и самая аварийная. По последним годам статистики нет, потому что это военная все-таки тайна. Но был период в 90-х годах, за 4 года посчитали, сколько аварийных происшествий было. Вот. За 4 года 27 крушений у этого самолета, но у него очень хорошо отработана система катапультирования, поэтому не все эти 27 крушений были с летальным исходом, хотя какая-то часть из них все-таки была. Вот. У нас, например, в прошлом году в крае разбился как раз такой Су-24, но летчики катапультировались, летчики живы, немножко поломали ноги, но тем не менее остались живы. И, наверное, заметили, что вот это за штука торчит. Наверное, знаете. Подзаправка. Это уже система дозаправки самолета в воздухе или штанга для дозаправки. Вот так она работает, например. То есть понятно, что в полете ее нет, но при необходимости она выходит из
А вот обтекателя. Су-27-24 сейчас участвуют, нет, там боевых Да, действиях на да. Украине? Как со стороны России, так и Украины. Причем. Вот, у нас, например, есть дозаправщик самолет. Он выпускает шланги. На шлангах, на конце шлангов у него тюльпаны. Вот эта конструкция называется тюльпан. Сейчас еще раз ближе ее покажу. Вот тюльпан. И у самолета выходит штанга, и они состыкуются прямо в полете. Это тоже очень ювелирная работа, и не каждому пилоту она под силу. То есть это супер опытные пилоты только этим занимаются, летчики. Вот. И таким дозаправщиком может выступать Ил-76 или Ил-78, ну и еще некоторые самолеты. Но мы упоминаем именно Ил-76, потому что он у нас тоже в музее представлен. Вот он большой. Это грузовой транспортный самолет. И до того, как попасть в Пермь, он работал в Москве, тренировал космонавтов. Как тренируют космонавтов, знаете? Самолет поднимается на высоту 9-11 километров, дальше у него отключаются двигатели и начинается свободное падение. В этот момент в салоне образуется невесомость, и таким образом космонавты отрабатывают навык поведения в космосе. И таких взлетов и падений условных может быть где-то 9-10 за одну тренировку для космонавтов. Вот. А потом, когда самолет в Москве отлетал свои летные часы, то его было решено привезти в Пермь для курсантов военного училища, и они тренировали уже здесь, у нас в Перми как раз. Они тренировались запускать и отключать двигатели. Вот. Но самолет больше никогда не летал. А когда военное училище расформировали, как и аэропорт Бахаревку, то все самолеты, которые у нас сейчас здесь есть, вот они как раз пошли на металлоприемку, о чем я говорила в самом начале. И Михаил Павлов, он их всех сохранил. Давайте подойдем к вертолетам. Вот, кстати, в Су-24 можно будет залезть, только снять обувь. И в Ми-6 тоже можно залезть, но обувь снимать здесь не надо. Так. Сейчас мы откроем Ми-6. Здесь у нас вертолет Ми-6. Это самый большой и грузоподъемный вертолет в 60-е и 70-е годы. Но самым большим он остается, наверное, до сих пор. Грузоподъемность у него была 12 тонн, сейчас их уже не производят, потому что у него улучшили двигатели и сделали его вторую версию, это Ми-26. Вот, Ми-6, Ми-26. Ми-26 поднимает уже до 20 тонн грузов, его до сих пор производят и до сих пор, естественно, эксплуатируют. Вот, здесь у нас, например, есть колесо от Ми-6, посмотрите, самый большой вертолет в мире. Вот оно. Вот примерно вот здесь они находились. Вот. И еще рядом у нас есть редуктор от вертолета Ми-6. Редуктор — это конструкция, на которую крепятся лопасти. Длина одной лопасти у вертолета Ми-6 была где-то 30 метров. Вот, и вся эта конструкция помещается на вертолет. И вместе с двигателем они уже определенным образом состыкуются и начинают работать. И вот там у нас есть еще хвостовая лопасть. Подходите, хвостовой винт, вот он. Выше нас раза в 2,5 еще. Запомните размеры редуктора, потом покажу редуктор от более мелкого вертолета и сравним, насколько они различаются сильно. Здесь у нас военный боевой вертолет. Это вертолет Ми-24В. Наш вертолет, который к нам попал в музей, он выполнял реальные боевые задачи в Афганистане во время афганистанской войны. И даже получил пулевое ранение. Вот оно. Вот именно это? Именно этот, да. Ну, то есть один из них. Это был вертолет-разведчик, в том числе. И вот здесь у него есть камеры еще. Вот тут. Вот так выглядят примерно все камеры на вертолетах, самолетах, бомбардировщиках, которые выполняют разведывательные функции. Вот. Но поскольку стекло у этого вертолета бронированное, лобовое бронированное, то летчики не пострадали. Боковые стекла не бронированные, можно по звуку различить, да? Также есть очень большой бронелист,
которые защищают практически всю кабину пилотов, тоже можно сравнить со звуком. То есть вот верхняя часть это бронированный, а нижняя уже более звонкий звук, не бронированная часть этого вертолета. Этот вертолет русские называют крокодил, может быть слышали, или стрекоза. Возможно, из-за вот таких выпуклостей, а возможно, из-за чего-то другого. Тоже такое. Вот. По кодификации НАТО этот вертолет называется Лань. Вот. И еще это самый распространенный вертолет в мире, но только после американского Апачи. То есть на втором месте по распространенности. Но тем не менее, они есть на вооружении, и более того, их даже до сих пор производят. То есть у нас в музее вся техника, которая представлена, из всего вот этого разнообразия производят сейчас 2-3 машины. Вот эту точно производят, Ми-26, но у нас его нет, но у нас есть Ми-6, они в принципе похожи. Но все равно это другая версия. Это тоже датчики, да? Грубая. Вот эти, да, и вот эти тоже, да. Тоже датчики? Да-да-да, вот это все они. То есть они дублирующие. Если на случай, что какая-нибудь птичка попадет на вот этот передний основной, то у нас есть дубликаторы, да. Пойдемте дальше. Или давайте останемся тут, пока мы в тени. Давайте сюда, чтобы вы видели Як-40. Вот у нас здесь Як-40 и здесь тоже Як-40. Первый региональный самолет на реактивных двигателях. Более того, это первый самолет в Советском Союзе, который шел на экспорт, на продажу в страны капиталистические, например, в Италию, во Францию или в ФРГ. Очень так со стеснением, но тем не менее все равно эти самолеты покупали. Самолет был, так сказать, визитной карточкой Советского Союза, потому что его очень много возили по авиасалонам, чтобы в будущем продавать его. Очень много летных таких часов он налетал показательных, то есть более 150 тысяч часов налетанных у него, только для того, чтобы вот показаться перед другими странами, например. Вот. Но очень были неэкономичные двигатели, из-за чего самолет вызывает восторг у авиаторов и инфаркт у экономистов. Вот. Действительно, двигатели были очень неэкономичные, и у него было 3 двигателя, 2 по бокам и 1 вот здесь, в самом хвосте. Вот. И он очень дымил в полете или там при посадке, вот. И поэтому самолет еще называли Акура. Вот. А когда развалился Советский Союз, то самолеты перестали получать дотации и какое-то время стояли в аэропортах, не летали, потому что были невыгодные, но чуть позже их начали переделывать в VIP-кабины. И вот как раз наш самолет, который у нас здесь, это самолет нашего бывшего губернатора Юрия Трутнева. Там до сих пор сохранился кожаный салон, то есть там такая бежевая кожа, диванчики кожаные, кресло, стол вот такой ширины, толщины. В общем, очень все дорого-богато и позолоченные какие-то детали. В общем, очень красивая кабина. Вот. Но, тем не менее, самолет перестал летать в какой-то момент, и за долги его списали и хотели продать на металлолом. Вот. Но наш музей его выкупил, собирали деньги на это. Вот. И, к счастью, он теперь у нас. Пойдемте дальше. Скажите, это штатное шасси? Нет. Не штатное, Это да? вот Так чисто, чтобы наш, стояло. да, чтобы... А сколько денег стоил этот самолет? Ну, собирали 240 примерно тысяч рублей, насколько я помню. Вот примерно в этом районе. Собрали немного, около 40. Там, То есть- может, чуть больше. Сторговались, да? Я не знаю подробностей. Возможно, нашли как-то свои деньги. Достали. Понятно. Потому что вряд ли там можно было торговаться. Здесь у нас самолет Ту-154. Первый самолет ОКБ Туполева, который сконструирован не на основе военного. То есть за основу у него не было никакого другого самолета. Его просто взяли и сделали, можно сказать, с нуля самолет этот. Вот. У него очень большие массивные стойки шасси были. Вот у меня на картинке неплохо видно. По 6 колес на каждой. Вот. Например, на передней всего 2 колеса, а на боковых по 6 колес было.
И это было сделано для того, чтобы самолет также мог эксплуатировать неподготовленные взлетно-посадочные полосы и аэродромы. Вот, это вообще такая частая довольно фишка наших русских самолетов, в частности гражданских. Мы можем летать по неподготовленным взлетно-посадочным полосам, вот, например, по таким аэродромным плитам или по грунтовкам, например. Вот. Не обязательно должен быть асфальт, идеально. Вот. Но была проблема с тем, чтобы вот такие большие шасси убирать в фюзеляж. И для того, чтобы эту проблему решить, придумали вот такие гондолы. Они как раз находятся сзади вас. То есть вот, это были специальные штуки для того, чтобы убирать туда колеса самолета. Шасси туда собиралась, да? Да, она? туда собирались Складывалась. как раз вот эти шасси. И была одна история, связанная с этими шасси, с этими гондолами и с этим Ту-154. В 2008 году на территорию Пермского аэропорта Большое Савино пробрался мальчик, залез в носовую часть одной из таких гондол и улетел в Москву. Вот, и как вы думаете, это правда или нет? Не знаю, заинтриговали. Он бы замерз там. Да, во-первых, гондолы, они не герметизированы, и у него бы просто не было воздуха, чтобы надышаться. То есть большая разница очень в атмосферном давлении. У нас здесь примерно 750 миллиметров ртутного столба, а на высоте 10 километров это где-то 150 миллиметров ртутного столба. То есть он бы начал вдыхать, и ему бы не хватало кислорода для его легких. Он бы задохнулся. А? Улететь бы не помешало. Нет, улететь нет. И приземлиться, только выйти уже. Но приземлиться живым ему бы это очень помешало. А Ту-154 сейчас же не используется даже в нашей авиации. Используется. Используют? Используют. По-моему, они даже в составе А почему все на авиалиний Боингах каких-то. летаем? Потому что они экономичнее. Этот очень... У него 3 двигателя было, и поэтому он менее выгоден был. Вот. А что касается мальчика. Мальчика нашли около Внуково в Москве. Он делал костер, обжег себе руки, а журналисты выдали это за то, что он их якобы обморозил. Вот. Но на самом деле, пока шло расследование, в ходе расследования выяснили, что он приехал в Москву на поезде. Вот. Но всю эту историю журналисты конца этой истории дожидаться не стали и раскрутили ее до того, что ее показывали по федеральным каналам. Вот. И это все, вся вот эта история, она скомпрометировала руководство Большое Савино, и его поменяли. Вот. А после этого новое руководство расформировали нашу пермскую авиакомпанию, которая называлась Пермские авиалинии. И вот как раз от нее нами достались этот самолет, там Ту-134 и еще несколько гражданских самолетов. Вот. То есть все началось с мальчика. Но, возможно, если бы не было мальчика, то был бы какой-нибудь другой повод, и все равно бы авиакомпания состоялась. Можно сказать разницу Ту-154 и Боинг? По комплектациям Боинги разные бывают тоже. Вот Ту-154 мы летаем, я не знаю, тут, видите, они бывают шире. маленькие, а бывают очень большие. Вот. Ну, если победовские Боинги, то у них где-то 150 человек, тут примерно тоже 150 или Ну, больше. сейчас вообще гражданской авиации не используют. Используют, но... Да, они же их трясет в воздухе, как неумерно, не вот такие Наоборот. вот. Тушки трясет, вы что, я один раз Трясет, пролетел, чуть там Богу душу не отдала, его просто на каждом ветре там трясет вообще капец как. Ну и да, ты Это потряхивает. в каком году вы летали? Очень давно. Мы летали до 2008 А мне года. наоборот показалось, что Боинги хуже, чем сам об этом. Сейчас вообще на всем страшно. Может, вы попадали в какие-нибудь воздушные ямы, не знаю. Может, из-за этого. Давайте, да, вот Женечка, да, темнее, честно. менее жарко. Пару слов про самолет МиГ-29, сверхзвуковой тяжелый истребитель. В свое время, когда тоже создали его, он побивал рекорды по скорости. Например, может развивать скорость до 3000 км в час. Чуть-чуть, на самом деле, меньше, но не намного. То есть там 2900 с чем-то. Вот, но в среднем 3000 км в час. Естественно, на таких скоростях пилоты все равно не летают. Крейсерская скорость у него, то есть комфортная скорость, это где-то 1500 км в час. Может быть и меньше. Иногда, если нужно, то, конечно, больше. Вот. Побивал также рекорды по потолку. Например, высотному может подняться на 37 километров. Вот. Также есть рекорд по скороподъемности. То есть за 2 минуты поднимался на высоту 20 километров.
Вот. Но такие рекорды ставят только ради рекордов. И понятно, что чтобы подняться за 2 минуты на 20 километров, его не нагружают вообще. Топлива ровно столько, чтобы можно было подняться и спуститься обратно. Вот, и все, собственно. Но так, в целом, на 20 километров при комфортной скорости он взлетает за где-то 10 минут. Может взлететь. Была однажды история с этим самолетом тоже. Во время арабо-израильской войны летчики, то есть армия Израиля использовала американские истребители, а египетская армия использовала как раз вот эти МиГи-25. И в одной из их стычек там египетский летчик на МиГ-25 улетал от израильского и развил такую скорость, что-то там больше 4000 километров в час. Вот. А поскольку кабина, обтекатель у него не алюминиевый или не из композитных материалов, которые выдерживают высокие температуры, то у него обтекатель стальной, и он расплавился. И чтобы достать оттуда летчика, приходилось уже потом распиливать эту кабину. Вот такая была история. А еще в 1978 году этот самолет на военных учениях угнал наш же российский летчик Виктор Беленко. Он улетел на нем в Японию, то есть с японцами он никак заранее не договаривался, японцы тоже, для них это было удивлением, они очень испугались. Вот, но тем не менее этот истребители бомбить не стали. Вот. Он приземлился на аэродроме, на одном из аэродромов в Японии. Ну, так, грубо говоря, вышел с поднятыми руками, то есть сразу сдался и попросил политического убежища в США. В США ему его предоставили, увезли Беленко как раз в США, и самолет тоже перевезли в США. А в США уже самолет разобрали и начали изучать, как работают системы опознавания свой-чужой, что для всей военной авиации в Советском Союзе было фатально, потому что пришлось менять все системы навигации в других самолетах, и таким образом у нас, можно сказать, благодаря этому случаю или из-за этого случая появился самолет МиГ-31, который у нас летает сейчас над городом. То есть внешне МиГ-25 и 31 они выглядят примерно одинаково, только опытный авиатор отличит их по внешним признакам, но в целом выглядят одинаково. И по летным характеристикам 31, которые нынешние, они чуть-чуть получше. Тем не менее, несмотря на то, что самолет, так скажем, рассекретили полностью и внешне, и внутренне, несмотря на все это, с вооружения его сняли только в 2010-х годах. Точную цифру не помню, но примерно уже вот в это время, 10-й или 12-й год, как-то так. Вот. То есть летал довольно долго у нас. А вот эти трубы-то воздухозаборники или что? Что они делают? Объясните. Стабилизируют воздух. Что? Стабилизируют воздух. В самолете? То есть вот у него дальше идут двигатели. Вот, то есть для двигателей, да? Все равно нужен воздух, вот они стабилизируют. Подскажите, американцы такой самолет не смогли повторить? А, Разобрали. им не нужно его повторять, у них есть свои довольно хорошие. Вот у нас, например, какие у них F-15, F-16, они по каким-то характеристикам лучше наших, по каким-то хуже наших. Вот. То есть сколько обзоров я не смотрела, сколько я там не читала, вот примерно так. То есть лучшего нет. Вот. Американцы, в свою очередь, про него писали, по-моему, да, про него, вот как раз когда разобрали, что очень вот вроде бы надежный самолет, хороший, но как-то вот вся электроника внутри сделана непонятно, и как-то все еле как держится, но вроде все летает и задачи выполняет. Вот какие-то такие были отзывы, насколько я помню. Вот, до конца не рассекретили, значит, все-таки. Ну, месяц держали. Понятно. Возможно, то, что нужно было, рассекретили. Может, специально наши так сделали? Да нет, Думали, что нет. по-колхозному все сделано. Нет, нет, нет. Ввести заблуждение. Да, да. Советский Союз тоже очень, ну как, где-то неделю они отказывались признать, что летчик Беленко так поступил. То есть они сначала говорили, что он потерялся, весь мир уже говорил о том, что нет, он уже давно сдался, он уже там политическое убежище попросил. Вот, но тем не менее пытались отрицать у нас, вот, но потом все равно пришлось признать. Здесь у нас вертолет Ми-24А. Мы с проходили его, можно сказать. У нас был там, чуть подальше, вертолет Ми-24В.
Вот Ми-24А это его первые версии. Вертолетов Ми-24А произвели всего 250 единиц против 3500 Ми-24В. Летчики очень не любили Ми-24А, потому что по сравнению с этим вертолетом он был неудобным. Во-первых, кабина просматривается со всех сторон и даже сверху очень хорошо просматривается. Во-вторых, лобовое стекло всего одно, вот там, довольно маленькое, и только оно бронированное. Все. Напротив вот этих двух стекол, то есть здесь бронированное у первого пилота, у главного, и у второго тоже бронированное. Единственное, что боковые здесь не были бронированными, но они были закругленными, в отличие от этих стекол. И рассчитывалось, что на закругленных стеклах будут пули рикошетить, например. Вот. А эту кабину, из-за того, что ее видно со всех сторон, ее называли оранжерея или веранду еще. Вот. Кроме того, здесь летчики сидят друг за другом, и здесь они тоже сидят друг за другом. Но здесь они сидят на одном уровне, а здесь один выше другого. То есть, когда нужно было производить обстрел или просто посмотреть обстановку, то второму пилоту приходилось привставать и смотреть над затылком другого. Здесь же эту ошибку исправили. Вот. И, наверное, все. А, нет, еще вот бронелист. Видите, где звездочки? Вот, это единственный бронелист, который есть у этого вертолета. То есть можно даже сказать, что он, наверное, никак их не защищает. Здесь же бронелист был на протяжении всей кабины. Только кабины. То есть дальше уже не было бронелиста, но тем не менее, чтобы защитить хотя бы летчиков. Если мы забронируем весь вертолет, то он, ну, если он взлетит даже, то истратит свое топливо гораздо быстрее, чем мог бы. Вот, поэтому этот вертолет перестали выпускать после жалоб летчиков и модернизировали до вот такого состояния, и до сих пор его производят, собственно. Здесь у нас истребитель МиГ-23. В целом, ничем не примечательная машина, ничем не хуже других, не лучше других. Но летчики его очень любят. Свои боевые задачи он хорошо выполняет. По скорости он не хуже, допустим, тех же Су-24 или Су-27. 2500 примерно скорость может развивать. Вот. Но, тем не менее, не особо популярный, скажем так, но и неплохой. Вот. Была история тоже связанная с ним, когда во время очередных военных учений, но уже в Польше, поскольку все-таки дружеская на тот момент была страна социалистическая, то и историю тоже рассказывают. И тогда у них тоже были военные советская техника, вот, летали они на ней. И один из пилотов, из летчиков во время учений увидел, что на приборной панели загорелась лампочка «Отказ двигателя». Двигатель у этого истребителя всего один, поэтому нужно было срочно катапультироваться. Он попросил разрешения у диспетчера и получил разрешение, катапультировался. С ним все хорошо, он жив-здоров. Но эта лампочка зажженная была ошибкой в электронике, видимо. И самолет не собирался отказывать, двигатели не собирались отказывать, и самолет дальше полетел. Один, без сопровождения, без летчика. Нет. Если Опять разобрали. Самолет, поскольку это было все в Польше, он дальше полетел в ГДР, а из ГДР он полетел в ФРГ. И немцы, когда увидели, что в их воздушное пространство вторгся советский истребитель, никто его не ждал, и немцы подняли в воздух свои истребители, чтобы заставить его опуститься. Но в кабине никого не было, и вроде как заставлять некого, над городом сбивать тоже не очень хорошая идея. Вот. И они его сопровождали до Бельгии. В Бельгии над территорией какой-то фермы у самолета кончилось топливо, и он разбился на ферме. Вот. Пострадал, к сожалению, погиб один подросток, там 17-18-летний примерно, и 2 коровы. Вот, то есть такой ущерб нанес этот самолет. Очень такая невеселая история, но тем не менее достаточно показательная. Вот, но потом эту погрешность в самолете исправили. Больше таких историй, насколько я знаю, не было.
тенек. Здесь у нас гражданский турбовинтовой самолет Ан-24. Турбовинтовой — это значит, что у него двигатели были с винтами небольшими, вот такими. Самолет до сих пор летает, не производится, но летает. Примерно 59 самолетов таких летают. Из них 48 самолетов в составе российских авиалиний. Остальные, они примерно там Казахстан, возможно, Украина. Вот. Ну, то есть страны СНГ. Самолет очень надежный, и это фото как раз является доказательством того, что самолет надежный. Есть видеоролик в интернете, называется «Взлет в Бодайбо», где в аэропорту, то есть на аэродроме, выпал снег, земля немножко, так мягко скажем, была сырая, и, соответственно, очень много грязи было. И когда самолет набирал скорость для взлета, он разносил вокруг себя грязь, прямо вот как уазики на каких-нибудь ухабах, вот, примерно так. Вот, но видно, да, как здесь он заморался, вот. То есть есть еще видео, второе, тоже со взлета в Бодайбо, со стороны салона, то есть со стороны пассажира. Пассажир снимал, в окошко сначала так крапинками грязь летела, потом так уже побольше, потом уже вот такими шлепками прямо буквально. И когда самолет отрывался от земли, он начал набирать скорость, и вся эта грязь потихонечку, она вся смылась, такое чуть-чуть мутненькое окошко осталось, но тем не менее все равно хорошо видно было. Вот, и это, когда этот ролик попал в сеть, очень большая дискуссия была среди авиаторов, как пилоты могут так рисковать жизнями, что если эта грязь попадет, не дай бог, в двигатели, то все, там любой камушек, не туда попавший, может привести к авиакатастрофе. Вот. Но и пилоты, и руководство аэропорта в Бодайбо, они заявляли, что ничего в этом страшного нет, еще ни одной катастрофы из этого не случалось, и самолеты у нас летают так постоянно, другого аэродрома у нас нет, взлетно-посадочной полосы другой нет, мы летаем так всегда, и все всегда хорошо. Вот. А стало это какой-то сенсацией только из-за того, что один раз вот выложили в сеть и все увидели. Вот. Поэтому самолет надежный, летает, и думаю, еще больше будет летать, потому что были заявления авиакомпаний российских, что будут брать его к себе в авиапарк закупать. Вот здесь у нас самолет Ил-14, в него можно будет зайти с лесенкой сзади, и кукурузник, который за ним, тоже можно будет зайти. Это так, чтобы потом не забыли. Этот самолет Ил-14, он разработан на основе, если так совсем коротко, то на основе вот такого самолета Дугласа американского. То есть во время лизинга, когда у нас послевоенное время американцы нам поставляли какое-то вооружение, либо вот даже гражданские самолеты, как этот, то на его основе мы сделали свой самолет, потом чуть-чуть постоянно улучшали, и вот у нас появился как раз Ил-14. На Ил-14 стоят, сейчас я покажу его, вот он, красивый. У него были двигатели пермского производства, Аркадий Швецов, конструктор, и двигатели так и называются, АШ-82 у него были, АШ-82, а у кукурузника, например, был двигатель один АШ-62, то есть тоже пермского производства. И пойдемте как раз к кукурузнику. Вот, оставайтесь тут прямо очень хорошо, вот тут еще тень. Так, вот у нас кукурузник легендарный. Кто-нибудь летал, наверное? Каждый день. К сожалению, может даже наоборот, к счастью, не летать. Да? Потому что, да, это считается летающий автобус, считался раньше. Потому что сейчас, чтобы добраться до какого-нибудь районного центра, например, в Кудымкар или в Лысьву или в Красновишерск, нам нужно пойти на вокзал, купить билет на автобус, и по какой-никакой, но дороге мы доедем. Потому что раньше дорог либо не было вообще, либо они были не очень хорошими. И было выгоднее передвигаться на самолете, чем на автобусе. Да и автобусов не так много было. Вот, как раз кукурузник выполнял роль
летающего автобуса. Сиденья там ставились так же, как в автобусе, то есть друг за дружкой, по два, либо по одному. Кроме того, чтобы попасть на борт, всех взвешивали, багаж взвешивали, чтобы распределить вес в салоне так, чтобы он не было где-то больше, где-то меньше. Вот. Кабина у самолета не герметизированная, поэтому он не летал на высотах больше 3 километров. Но и, как бы, в принципе, на 3 тоже редко когда летал. В основном это 500 метров или 1500 метров всего. Вот. Сейчас на таких прыгают парашютисты. Вот, возможно, видели? Нет. Вот, и этот самолет является рекордсменом по сроку использования. То есть его начали производить 70 лет назад, даже больше. В 2019 году был юбилей 70 лет. Вот, и до сих пор производят, но, к сожалению, только в Китае. По нашей разработке производят такой же самолет, но в Китае. Вот, но тем не менее, еще ни один самолет в мире этот рекорд не побил с момента его создания и до вот, сегодняшнего дня. Китайцам нравится, да, наш самолет? Да. Они, кстати, там Ту-16 тоже у нас переоборудовали, двигатели только заменили. Вот. И почему я сказала, что, возможно, к счастью, не летали на таком самолете, потому что к билету на этот самолет полагался еще пакетик. Потому что, поскольку он летает на небольших высотах, то там сказывается турбулентность и более, скажем так, глубокие воздушные ямы. Вот. То есть там трясло очень сильно, и поэтому многие вот использовали этот пакетик. Но сейчас в самолетах нам тоже, в принципе, дают пакетики, в зависимости от авиакомпании, конечно. Но вот тут их давали всегда, многие их использовали всегда. Вот, и пойдемте в кабину Ту-134. А это турбина-то чего? Это турбины от Ту-154 обе. Одна вот эта, она хвостовая, то есть и в хвосте была, а вот эти боковые были. Ой, нет, наоборот. Это хвостовая, а вот эти боковые. Стой, держи. Стой, раз залез. Тихонько заходи. Под ноги смотри. Хорошо. Так, Стой, Мирон, стой. здесь сначала снимаем обувь и проходим Сними сандалии. в салон только. То есть сначала налево. Чтобы не почему. Да. Давай. Вы во всех самолетах снимали? Это. А мама пойдет? Конечно. Тут очень низкий дверь. Надо при посещении музея написать, что мы тапочки с собой брали. Возможно, да. У нас бахилы выдаем, но потом у нас нет этого мусора по территории. Потом везде их оставляют. А вы? Конечно, обязательно. Нет. Нельзя. К сожалению, да. И там очень интересные экскурсии. А, здесь и походить можно? Конечно. У нас везде можно.
Когда до Екатеринбурга летаешь. Лучше до Америки бы. До Китая лучше. Японии. Давайте присаживаемся, и сначала я послушаю вас, что вам кажется отличным от нынешних самолетов. Все. Ну, места много, это мы уже в музее распределили так, чтобы у каждого посетителя было окошко. Это уже наша работа. Но места было чуть поменьше здесь, 77 человек вмещался в салон. То есть вы переставили население? Да, это уже мы переставили. Чтобы у вас окошки были. Багажные полки закрываются Да. сейчас. Да, сейчас я раньше думала, что авиакомпания выбирает самолет, на котором будет летать, и что авиакомпания не пропустит вот такой самолет к себе в авиапарк. Но на самом деле это уже производитель. Производитель не выпустит самолет без не закрывающихся полочек, то есть вот с такими полочками. На второй версии Ту-134 у нас Ту-134А, есть еще Б, там уже были закрывающиеся полочки. И еще есть одно, даже нет, не одно, два Световые отличия. ленты сейчас идут. Ну да, сейчас есть световые ленты, раньше были лампочки, шторки, например. А такие нас- сейчас это. Да, сейчас они Как жалюзи. Ну, как, да, открываются, закрываются, а здесь прямо вот шторки. И еще одно отличие — это пепельницы в подлокотниках. То есть раньше Курить в самолетах можно было? курили, да, и где-то пили, до... да? И пили, и курили, да. И где-то до 85-го года как раз вот курили. И все самолеты, соответственно, которые вышли до 85-го года, выходили, то есть они имели пепельницы в подлокотниках и у пассажиров, и у пилотов. Вот сейчас, если человек решит покурить в самолете, то его ждет штраф всего лишь в 1500 рублей, если при условии, что если его сдадут еще в полицию в конце рейса, вот, то тогда он получит штраф. Но если это будет пожароопасная ситуация и аварийная посадка, то это уже миллионы рублей ущерба авиакомпании, который он тоже выплатит. Вот, поэтому нельзя курить в самолетах. Но, тем не менее, в туалете все равно есть пепельница. Может быть, замечали. Для чего она нужна сейчас, если у нас категорически запрещено курить вообще в самолете? Когда в туалет идешь, быстро покурил. Нельзя. Но на самом деле... Просто осталось в прошлой Все самолет. увидят, Нет, когда. нет, самолеты уже выпускают гораздо позже, тогда после все этого увидят. закона. Плохо, да? Пепельницы делают в самолетах сейчас для того, чтобы если вдруг все-таки кто-то решил нарушить этот закон, то лучше он пустит свой бычок в пепельницу, чем в мусорку, и потом у нас горит самолет весь за 10 минут. Ну, там чуть больше он горит, но тем не менее. Вот, самолет горит очень быстро. Вот, поэтому до сих пор делают пепельницы в самолетах. И немножко про Ту-154 еще. Этот самолет 77-го года рождения, ему уже 45 лет. Но выпускать их начали раньше, где-то в начале 60-х годов. Изначально у нас делали раньше со всеми гражданскими самолетами Туполева следующим образом. Брали Ту-16, военный самолет, и на его основе делали гражданский самолет. То есть все системы основные, с помощью которых он летал, с помощью которых работала навигация, например, и так далее. Вот, все оставляли в этом самолете, но там увеличивали фюзеляж, например, и совершенно делали другой салон. Ну, естественно, да, если это у нас гражданский самолет. Вот на основе такого делали все гражданские самолеты до 154-го. Вот, а потом... То есть изначально на его основе сделали Ту-104. Интересно, что еще все самолеты, которые оканчиваются на 4 в конструкторском бюро Туполева, это все гражданские самолеты. То есть 104, 114, 124, 34, 54, ну и так далее. То есть все, что с четверкой, это все гражданское. Вот, сделали Ту-104. Но это был очень аварийный аппарат. То есть он иногда, непонятно из-за чего, очень долго разбирались в проблеме, просто летел, а потом вот так вниз падал. Вот, поэтому очень много жизней с собой унес. Самолет тоже начали улучшать и сделали Ту-124. Примерно такой же, как Ту-104, но уже без вот этой проблемы. И он уже не был аварийным. Очень хороший самолет, хорошо летал, его очень любили. И когда Хрущев на нем прилетел в одну из стран Европы, уже точно не помню какую,
Авиаторы из других стран даже ждали, около аэропорта стояли, ну то есть за территорией аэропорта, потому что такой визит, вот, никого не пускают, вот, но тем не менее они стояли, ждали, чтобы увидеть 124-й, Ту-124, вот. Но прилетев в Европу, Хрущев встретился с французами, и они предложили ему полетать на своем самолете, на Каравелле. Вот такая у них была Каравелла. И Хрущеву очень она понравилась, но у нас был свой Ту-124, в принципе, хороший самолет, тоже летал, но по сравнению с Каравеллой он был очень шумный, потому что его двигатели находились посередине, скажем так, салона, ну, фюзеляжа, в середине фюзеляжа. А у Каравеллы эти двигатели были вынесены в хвостовую часть, и это существенно снижало шум в салоне и вибрации. Соответственно, у нас не собирались вообще-то делать Ту-134, но вот после такой поездки Хрущева все равно КБ Туполева поступило такое задание, чтобы сделать менее шумный самолет, чем 124. И в итоге 124 полетал совсем недолго, где-то лет 5 от начала его разработки, испытаний. Он еще немножко там года 2-3 полетал. И, в принципе, все. Ему на смену пришел Ту-134, в котором мы сейчас с вами находимся. В свое время, тогда, на тот момент, это был самый бесшумный самолет. Сейчас такой самолет не пускают даже, например, в пространство Европы, потому что у него слишком превышенный уровень шума был бы. Но этот самолет уже больше не летает вообще. Последний свой рейс он совершил в 2019 году в Иркутск. И оттуда он уже поехал в один из музеев или на какой-то постамент, уже точно тоже не помню. Вот. Но для, например, военных чиновников или для каких-нибудь других важных чиновников этот самолет, есть еще борта, которые летают вот только таким образом. А в качестве пассажироперевозок больших, массовых, он уже не используется давно. Вот. Сейчас, прежде чем вы попадете в салон, хочу напомнить вам технику безопасности, особенно детям, потому что бывали у нас случаи, когда один пилот тянет на себя штурвал, а второй пилот нагибается в этот момент и не знает, что штурвал сейчас потянется тоже. То есть штурвалы работают синхронно. Если я тяну штурвал, то и его штурвал тоже потянется ему навстречу его лицу. Вот, поэтому, когда я тяну штурвал, я смотрю, чтобы мой сосед не наклонял лицо, и желательно еще предупредить, что вот, или вообще вместе это делать, так даже легче. Вот. Крутить штурвал тоже все разрешается, все можно, но тоже аккуратно, потому что он довольно резко крутится и довольно легко это делает. Вот, поэтому тоже будьте аккуратны. В-третьих, есть у нас рычаги около окошек. У каждого пилота у окошка есть рычаги. И если я поставлю палец или руку под свой рычаг, а первый пилот или второй пилот свой рычаг потянет, то можно защемить пальцы. То есть тоже очень аккуратно. Педали, ну с педалями ничего вроде там опасного нет. Вот, педали вроде более-менее безопасны. Можно будет все нажимать, все щелкать, переключать. Если вы что-то крутите и оно откручивается, как правило, это лампочки, то, пожалуйста, закрутите обратно, потому что мы потом эти лампочки либо не находим, либо они куда-то укатываются. В общем, вот у нас самолет остается без лампочек потом, довольно некрасиво. И еще, что еще? Да, если вы все нажимаете, переключаете, то делайте это, пожалуйста, аккуратно, без фанатизма. И если что-то открываем, открывать тоже все можно, там практически все открывается у стюардесс на кухоньке. Можно все открывать, все доставать, посмотреть, но только обратно положить и обратно закрыть, чтобы дверки потом не мешали другим посетителям. Все, по 3-4 человека в кабине будет комфортно. Пальцы аккуратно. Все аккуратно. Слышишь? Залазь, Женя, на кресло. Вот кресло, вот. Садись. Залазь, кнопочки Мирош, посмотришь, как повернись, пилот. я тебя сфоткаю. Женечка, сядь на кресло. Я. Ты поищешь, он посмотри, какие у них приборы были. Вот они летели и смотрели вперед. Это не машина у папы, это Залезь самолет. туда, там очередь ждут. Залезь, посиди за штурвалом. Вот сюда можно. Да я тебе сфотографирую. Тихонько. Нет, не бац, вот сюда. Вот сюда, встанешь, не трогай этот штурвал. Потому что сейчас, видимо, ты не побываешь. Садись на Все, держи. Вот так вот за эти ручки, держись вот за эти. Давай на себя, аккуратно. Давай, тяни на себя, как Подожди, пилоты вот сейчас так. второй пилот. Два пилота синхронно, Вот, видишь? видишь? Смотри.
тянет Вот на она себя. тянет. Видишь, у тебя Видишь, тянется. Мы вместе. Давай пилотом вместе. Вон ноги туда ставь. Нет, вот так вот. Ой, тяжелый. Тяжелый, но. Да, видишь, какой. Тут еще... Вы видали? Тут он не Смотри, тут все можно. Я Тихонько, не ломай. Посмотри на меня. Мама, он даже... На меня посмотри. Мама, он даже видал? Да. Ну, тут смотри, какие кнопочки. Написано. приборы. Так, сейчас. Во! Смотри. Какой-то фильм. Смотри, залезай. Это прям вертолет. Смотри, дверь. Спасибо. Это дверь. Залезайте. Снимай, давай. Я а ты сзади. Пойдем наверх. Не знаю. Друзья, завершили обзор авиамузея в Перми. Билет, еще раз напомню, стоит 5 сотен. Честно говоря, он очень стоит этих денег. Была шикарная экскурсия, я ее снял практически в режиме нон-стоп. Я надеюсь, вы это оцените. Надеюсь, все было слышно. Очень рекомендую посетить этот музей. Сегодня было очень жарко. Надеюсь, что вам понравится, я даже уверен. До встречи в новых спецвыпусках, в том числе, возможно, и в обзорах авиамузеев из других городов. Всем отличной погоды, немножечко прохладнее, чем сегодняшняя. Всем счастливо!